Одним из доказательств палеоконтакта между американскими индейцами и полинезийцами в доколумбовые времена было наличие в Полинезии сладкого картофеля или батата, родиной которого является Центральная Америка. А после того, как генетические взаимодействия между жителями не подтвердились, этот факт был последним козырем в рукаве сторонников теории палеоконтакта. Батат – это клубневое цветковое растение из рода эпомея семейства вьюнковых. Его называют еще сладким картофелем. В зависимости от сорта бывает сладкий и сочный, или сухой и малосладкий. По цвету также бывает разный. В отличие от картофеля, содержит большое количество витамина А и клубни без глазков. Сырые клубни по вкусу напоминают морковь, а после термообработки похожи на тыкву, или сладковатый подмороженный картофель. Отсюда и второе название сладкий картофель, хотя они из разных семейств. А самое главное, его ботву не ест колорадский жук, и батат нет необходимости обрабатывать ядами. Так вот, по новым данным, батат появился в Америке еще до того, как появились люди, а именно не менее 800 тысяч лет назад. И выводы свидетельствуют о том, что сладкий картофель добрался до Полинезии без помощи людей. Поэтому теория о том, что люди в доколумбовые времена Америки могли покорять океаны на расстояние более 5000 километров, разбилась о сладкий картофель. Само же исследование было направлено на изучение происхождения и эволюцию батата, поскольку эта культура очень широко употребляется в мире, особенно в странах с теплым климатом. К примеру, в Папуа-Новой Гвинее среднегодовое потребление батата на человека составляет 500 килограмм. Ежегодно в мире выращивают более 100 миллионов тонн батата. Для сравнения, обычного картофеля производится около 400 миллионов тонн. Генетические анализы батата свидетельствуют, что его ближайшим диким родственником является эпомея трехлопастная или эпомея трифида, и в происхождении сладкого картофеля другие виды участия не принимали. Хотя и филогенетический анализ ДНК показал конфликтующие генеалогические деревья с предком, но объяснение этому было найдено в двойной роли трехлопастной эпомеи в возникновении батата. А именно, изначально появилась первая разновидность сладкого картофеля из эпомеи, и уже сформировавшийся вид сладкого картофеля снова был гибридизирован с эпомеей трехлопастной. Также были проведены сравнительные генетические анализы между бататом из Полинезии и Америки, и анализ показал, что полинезийский представитель сладкого картофеля откололся от всех остальных видов более 100 тысяч лет назад, а это значительно раньше, чем люди заселили эти острова. Но сторонники теории и после этих исследований стараются объяснить результаты в свою пользу, мотивируя, что после прибытия европейцев в Америку было уничтожено большое количество урожая, и поэтому исчезли генетически похожие виды с полинезийским сладким картофелем. Но это маловероятно, хотя понять ученых можно. Если на протяжении десятков лет человек придерживался одной гипотезы, представлял, как отважные островитяне покоряют тысячи километров Тихого океана, чтобы потом с гордостью вернуться домой с клубнями батата, очень трудно потом в одночасье забыть эту теорию и начать думать иначе. Помимо познавательной функции и изучения истории человечества, данные исследования несут и практическую пользу для человека, потому как потеря генетического разнообразия батата грозит его вырождению и снижению урожайности, а это уже из разряда продовольственной безопасности. Один из способов улучшить или укрепить эту культуру является скрещивание батата со своим ближайшим диким родственником, а именно с эпомеей трехлопастной.